Всем привет! Вы находитесь на канале Татьяна Мин, Астрология и Тарот. И это Таро-прогноз, предсказание, гадание для знака зодиака Девы. Что ждет всех дев в ноябре 2022 года? Вы можете смотреть это видео не только если у вас Солнце в знаке зодиака Дева, но еще и Луна, стеллиум планет, асцендент. У меня в руках колода карт, которая называется Таро Нефертари. И я достаю, как обычно, 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и затрагивает все стороны жизни человека, все сферы жизни. Итак, первая карта – это туз мечей. Туз мечей – карта резких мыслей, каких-то установок, когда мы четко решаем, что мы хотим. И когда туз мечей выпадает в секторе партнерских отношений, конечно, это может быть какие-то резко принятые решения, решения, которые приняты по факту, в связи с какими-то, может быть, обстоятельствами, да, или когда уже накипело. И, возможно, здесь вы будете как-то четко выстраивать свои позиции в отношениях с партнером. С чем это может быть связано, мы сейчас еще будем смотреть и открывать другие карты. Четверка жезлов выходит в секторе финансов. И, в общем-то, здесь эта карта не говорит о каких-то огромных суммах денег, но о стабильности, да. Скорее всего, деньгами у вас не будет перемен, то есть стабильный доход останется на таком уровне, на котором и был. И, возможно, у вас даже еще будут деньги для того, чтобы собираться как-то со своими близкими, со своей семьей. У вас будут деньги на то, чтобы тратить их не только на самое-самое необходимое, да, но еще устраивать какие-то небольшие семейные праздники, мероприятия, как-то себя радовать. И в целом эта благоприятная карта, она говорит, что ваша самооценка, ваша вообще уверенность в себе, она хорошая, да, она на том же уровне, либо она как-то не будет колебаться, да, она останется, вы будете очень уверены в себе, и, скорее всего, там, где вы работаете, да, тот доход, который вы имеете, вы будете уверены, что он к вам придет и в следующем месяце, то есть стабильность в денежных вопросах. Императрица в 3-9 сектор. Императрица – это старший аркан, карта женщины, жены, матери. И, возможно, многие девы будут решать какие-то такие вопросы документального характера, которые могут быть связаны либо с вашими родителями, с матерью, либо с вашей женой. А также это может женщина быть, которая занимает какое-то определенное положение, но, скорее всего, она ваша родственница по каким-то вопросам, либо вы будете иметь дело с каким-то родственным имуществом, может быть, будете помогать вашей сестре или какой-то другой родственнице. Также, конечно, для мужчин эта карта может означать поездку с женщиной, либо к женщине, к вашей жене. Может быть, так случится, что ваша жена вынуждена будет уехать на какое-то время, или, может быть, вы как-то будете переезжать, потому что из-за вашей жены, да, или вы будете как-то рассматривать вот этот вопрос переезда. Конечно, это очень интересно, потому что здесь женщина может быть вообще из другой страны. Она может говорить на другом языке, либо как-то вот это будет связано с иностранной культурой за границей. Разные варианты, но мы сейчас еще дополним их другими картами. Туз, еще один туз жезлов и 2 туза уже здесь у нас, да, в секторе, которые отвечают за партнерство, за статус. Здесь, скорее всего, многие девы будут принимать какие-то судьбоносные решения, которые будут связаны с вашим статусом. Может быть, кто-то решит жениться, кто-то решит развестись, узаконить свои отношения. Вам необходимо будет проявить какую-то силу характера, какое-то новое начало начнется либо у вас на работе, либо в ваших отношениях с партнером, либо вы откроете свой бизнес, вы станете начальником, вас повысят по работе. Может быть, это все произойдет благодаря вашей жене или мужу у кого-то, да. Здесь какая-то чувствуется взаимосвязь между партнером по браку и работой.
Семерка динариев выходит в пятом секторе, и это может означать какие-то траты на детей, либо ожидания каких-то улучшений в жизни детей. Может быть, вы вложили деньги, допустим, в какое-то образование вашего ребенка, и вот ждете результатов, как он проявит себя дальше в этом хобби. Но пока я не вижу конкретных результатов, чтобы это было, да, то есть, скорее всего, то же самое можно сказать и о вашем бизнесе. Если вы вкладывали какие-то деньги в ваши проекты, то пока еще не видно серьезных доходов, да. Да и вообще, конечно, в ноябре я не желаю вам, не рекомендую вам заниматься каким-то серьезным бизнесом, особенно начинать новый бизнес, новые какие-то проекты. Может быть, если только продолжать старые, потому что планета Марс, которая отвечает за бизнес, за активность, за любые начинания, идет в обратном движении в ноябре. И только в декабре мы почувствуем облегчение вот по этим вопросам, потому что Марс — это активность, это война, это мужская энергия, автомобили, передвижения, операции какие-то хирургические, медицинские вот такие вопросы. Если у вас есть возможность отложить их, то, наверное, лучше подождать декабря. И здесь у нас выходит двойка мечей. И здесь у нас уже были карты мечевые. То есть подсознательно вы почему-то волнуетесь за ваши отношения с партнером, вообще за партнерство в вашей жизни. Здесь может быть несколько вариантов. Например, вы говорите людям, что вы не хотите жениться никогда или выходить замуж, что вам хорошо в одиночестве, вы такой одиночка, одинокий, одиночка. А на самом деле глубоко в душе вы чувствуете, что вам чего-то не хватает, что, может быть, вы были неправы, да, то есть приходится вам все время как-то балансировать, находить компромисс с самим собой, у вас есть какие-то внутренние страхи и несогласованность вот в этих гармоничных отношениях. Также, ну, о чем это может говорить еще? О том, что вы соглашаетесь, например, на какой-то брак или на какой-либо союз, не обязательно, что это будет любовного характера союз, но подсознательно у вас есть сомнения, вам не кажется, что вы делаете правильно. Но здесь, я не знаю, так как здесь выходит туз жезловый, я думаю, что вы все-таки на верном пути, и вы точно знаете, куда вас двигает судьба. Конечно, жезловый туз — это новое начало. И вот здесь, может быть, вы боитесь начинать чего-то нового. Какие-то новшества вас страшат. Давайте возьмем еще одну карту из колоды Нефертари, чтобы посмотреть, что здесь может быть. Еще один туз. Ну, просто удивительно. Это туз кубковый. Еще хочется карту взять, потому что четвертый туз. Ну, девы, вы должны написать в комментариях, что у вас в жизни происходит. 4 туза в одном раскладе. Не помню, чтобы такое когда-то было. Тузы обычно всегда предвещают новое начало, исполнение желаний, победу над какими-то трудностями, то, чего вы долго ждали. Либо еще это может быть как вариант того, что и потери, и тут же какие-то приобретения. То есть, ну, например, вы теряете бизнес, но обретаете любовь, да, вы женитесь, находите человека. Я вижу, все-таки у нас была карта императрица, да, и это может означать влияние семьи, которая оказывается на вас. То есть партнер как-то здесь тоже будет очень сильно задействован, ваши партнерские отношения. И как я уже сказала, что для многих это будет брак, либо, например, развод и сразу же брак с другим человеком, либо, не знаю, расторгните свой договор с какими-то партнерами, да, с которыми вы вели бизнес, и тут же заключите договор с другими партнерами. То есть это может быть падение и взлет одновременно. И я хочу взять карты из колоды Moonology, чтобы спросить, что еще они могут подсказать нам. Так, это у нас растущая луна и южный узел. Интересные карты. Скорее всего, вам придется отказаться от чего-то, потому что по южному кармическому узлу идет карма прошлых жизней, да, то, что
уже отжила себя. Это легко нам дается. Мы всегда можем использовать наш наш южный узел в гороскопе, да, по нему жить легче, потому что мы уже наработали эту систему в наших прошлых жизнях, да, и мы теперь как бы пользуемся этим, используем то, что мы умели, то, что мы всегда знали. Но у нас еще есть северный узел, и мы должны жить, стремиться, наше направление, да, указывается по северному узлу. И вот, скорее всего, в ноябре, дорогие девы, вам предстоит отказаться от каких-то ваших ненужных установок. И не исключено, что этот месяц будет началом, когда вы начнете какую-то большую череду перемен в своей судьбе. Не исключено, что именно ноябрь окажется тот ключевой месяц, да, когда перемены уже будут неизбежны. И как раз в следующем году, когда у нас Плутон будет менять свой знак, Сатурн будет менять свой знак, и вы уже почувствуете, насколько у вас по-другому пошла жизнь в связи с этими событиями, да, которые случились именно в ноябре. Вот такой расклад для вас, дорогие девы. Я желаю вам успеха во всех делах, что бы ни случилось, какие бы события ни происходили. Ни в коем случае не переживайте, потому что вы все равно снова подниметесь, все равно снова у вас будет подъем. Даже если, например, в какой-то сфере жизни у вас вы потерпели поражение, да, а может быть и не будет никакого поражения, и эти 4 туза совместно с другими картами означают, что исполнится какое-то ваше заветное желание, мечта, которую вы всегда ждали. Желаю вам большого счастья и до встречи на моих новых видео. Всем пока!